Всем привет! Вы на канале Amy Lessons. Сегодня я в такой сидячей домашней атмосфере с чаечком, потому что на улице очень холодно. Решила рассказывать вам истории, которые произошли со мной в поездках. Начнем с далекого 2018 года. Тогда я ездила в Америку изучать английский язык. Я ездила в языковую школу Каплан, которая находилась в Филадельфии. И у меня была там принимающая семья. Сразу скажу о том, что мой уровень английского языка на тот момент был, наверное, beginner, то есть самый начинающий. Я могла сказать «Привет, как дела?» Да, мало что я могла сказать, ну реально, я прям очень плохо говорила. Тут я приезжаю в Филадельфию, и мне нужно было доехать до моих приемных родителей, да, host family, и они меня встречают, это мама, папа, и у них было 5 детей. Все такие на эмоциях, со мной что-то общаются, спрашивают, я с вот такими глазами стою, улыбаюсь, и качаю головой, типа yes, yes, no, no, потому что я очень мало что могла сказать. И они мне показывают мою комнату, мы в основном были с мамой. Она мне в это время объясняет, что где находится, куда что можно положить. Я просто качаю головой, потому что 80% или 90% я не понимала. Я поднимаюсь, оставляю свои вещи, и насколько я в тот момент поняла, она мне показывает, типа, пойдем есть. Я говорю... душ, шауэр. Она такая, окей, давай ты примешь душ, а потом спустишься, и мы вместе покушаем. Это я поняла именно так. Я принимаю душ, выхожу. Как я выглядела на тот момент? Это важно. Я была, естественно, с мокрыми волосами. Я одела домашнюю футболку, без лифчика, естественно, и шорты. И думаю, пойду сразу есть, я такая голодная. Я спускаюсь вниз. Никого там что-то нету, на столе тоже ничего нету. Я думаю, ладно, подожду. Я стою вот такая, смотрю по сторонам тоже. У меня был жуткий страх и стресс, потому что мало того, что это первый день, да, знакомства с семьей, так я еще и ничего не понимаю и ничего сказать не могу. Вижу маму, и она показывает, типа, come, пойдем. Я выхожу на улицу вместе с ней и с одной из ее дочек. И она показывает на машину, я сажусь в машину, все еще с вот такими глазами, потому что я не очень понимаю, что происходит, а где же наш обед? И мы куда-то едем. Как оказалось, когда она звала меня кушать, она имела в виду ресторан. Мы приезжаем в ресторан, они, естественно, одеты, да, нормально, может быть, не так нарядно, нормально, да, для ресторана, уличная одежда. Как выгляжу я? Я с той же мокрой головой, вот такой взъерошенной, в этой же футболке, в шортах и в каких-то тапках. Сижу в ресторане. Когда мы были в машине, я еще тогда не понимала, что мы едем в ресторан. Я думала, мы зайдем в магазин, что-то купить, а потом мы пойдем кушать. В общем, вот такая позорная, она не позорная, да, просто я не поняла, это нормально, но тогда мне казалось просто, что я готова была сквозь землю провалиться и быстрее уехать домой, спрятаться в свою комнату и никуда не выходить. И эту историю часто вспоминаю, потому что она была очень эмоциональной, и я не подавала виду, кстати, что что-то не так, как будто все так и надо было, что я сижу в классном ресторане, да, вот такая я, и что? Вторая история, она произошла со мной в Бельгии. Мы с моим другом путешествовали, изначально мы поехали в Амстердам. Это наша была, как сказать, основная точка посетить Амстердам, а потом мы решили на 2 дня заехать в Бельгию, в Брюссель, просто чтобы посмотреть город, потому что там очень близко на автобусе ехать, и вот реально у нас было буквально 1,5 дня там. Мы приехали, первый день мы погуляли, и потом мой друг мне говорит, давай сходим в клуб. В Амстердаме мы никуда там тусить не ходили, он говорит, давай сходим в клуб. Я понимаю, что это плохая идея, потому что на следующий день у нас обоих рейсы, у нас были 2 разных рейса, но они все рано утром. Я понимаю, что идея плохая, и говорю, нет, слушай, мы не пойдем с тобой, потому что мы не встанем. Но он очень хотел, он
очень просил, говорит, ну давай сходим, ну отдохнем, последняя, да, такая ночь вместе, давай сходим. И меня было просто уговорить, я, естественно, согласилась, но у нас был такой уговор, что мы уходим домой до, по-моему, до 2, то есть в 2 мы должны были уже уйти в отель. Мы выбрали клуб самый крутой, было куча народу, клуб был огромнейший, и нам там очень понравилось, музыка была классная. Все, мы в процессе, да, танцуем, развлекаемся, время, по-моему, уже 2, я подхожу к другу, говорю, слушай, может быть, мы с тобой поедем домой, но, если честно, я тогда была в таком классном настроении, что я сама не хотела ехать домой. И он, естественно, говорит, да, давай еще чуть-чуть, итог какой, да, мы с ним в 5:30 утра еще там. То есть мы практически были до закрытия клуба, до 5:30, и я уже понимаю, что, ну, как бы дальше некуда. Оттуда выходим, пешочком идем до отеля. Должна сказать о том, что мой рейс был в 8:20. Дома мы были, ну, как в отеле, мы были в 6:30, по-моему, да, в 6:30. Я завела будильник через полчаса, и, естественно, конечно же, никто не проснулся, ни я, ни мой друг, даже не слышали, вот просто этого будильника не было. И я просыпаюсь в 8, вижу время, у меня стресс, у меня шок, я ни разу до этого не пропускала рейсы, я бужу своего друга, говорю, смотри, мы все проспали, он тоже, как бы, у него рейс был чуть попозже, но он, по сути, его тоже проспал. Мы с такой опухшей головой, не выспавшиеся, злые, голодные, сидим и не понимаем, что нам делать, а нам еще нужно выселяться, было тоже часов в 10, в 11, по-моему. Мы что-то еще чуть поспали, потому что поняли, что все равно рейс мы не успеем, просыпаемся, выселяемся. Я говорю, пойдем просто в Макдональдс поедим, успокоимся и, может быть, найдем рейсы другие. Ну а что нам делать, уезжать-то надо. И на этом история не заканчивается. Мы идем в Макдональдс, кушаем, да, настроение чуть-чуть поднимается, мы что-то уже вроде как не такие злые, болтаем. И к нам подходит какой-то бездомный человек, такой мужчина с газетой. И, значит, он... Что-то он хотел, я не поняла. Он как-то наклоняется, что-то спрашивает, мы такие, нет, типа, уходите. А в это время, и до этого, да, мы сидели в телефонах и искали рейсы. В общем, этот мужик подошел, все вот это вот поделал и ушел. Я в своем телефоне, друг с ним разговаривает, и прошло, наверное, минуты 2. То есть это было не сразу, минуты 2. Он хотел взять телефон, что-то посмотреть, а телефона нет. То есть мы все обыскали, я говорю, мы были с опухшей головой, не выспавшиеся совершенно, то есть мы были вообще не особо в разуме, да, что-то делать. И да, у него украли телефон, то есть вот этой вишенкой на торте этой истории было то, что мы проспали 2 рейса, у него украли iPhone какой-то, ну, классный, новый, и мы сидим такие уже просто... Настроение обратно у нас упало, и мы не понимаем, что делать. В итоге, конечно, мы нашли какие-то рейсы, переплатили. Он без телефона добрался кое-как домой, я не знаю как. Но, да, впечатление об этой поездке у нас немного ухудшилось вот этим окончанием таким. Третья история, она случилась со мной в Камбодже. В 2020 году я ездила в Камбоджу со своим бывшим парнем. У нас был такой тур по Азии. Мы начали в Таиланде, потом поехали в Камбоджу. Правда, дальше мы никуда не уехали, потому что случился ковид. И, собственно, история тоже связана с тем, что случился ковид. Мы ездили по городам в Камбодже, и следующим нашим городом был Сиануквиль. Мы посмотрели в интернете фотки. Я вам покажу сейчас, какие были фотки в интернете. Значит, вот так вот выглядит Сиануквиль, да, такой вот берег лазурный, так красиво, все прям ярко. И мы такие думаем, ну, сейчас поедем, покупаемся, отдохнем на пляже. А реальные с ожиданием не сошлись совсем.
То, что было на самом деле, и то, что было в интернете, это было две разные картинки, два разных города. Весь город был в стройке. То есть я сейчас преувеличивать не буду, весь город был в стройке. Мы жили далеко от центра, у нас был хостел, в котором не было никого, потому что, видимо, все другие туристы знали, что в Сиану-Квилли сейчас вот происходит какая-то стройка, какие-то изменения, и что сейчас туда лучше не ехать. Поэтому мы были одни, мы спали на полу, то есть было жутко жарко, у нас тут висел над нами этот фен, вентилятор. У меня украли там кроссовки. Это были интересные воспоминания из этого города. Рядом был один маленький магазинчик, вот такой китайский, и там мы покупали все продукты, потому что больше магазинов не было. Был один маленький ресторанчик рядом с нами, в котором, была еда нормальная, но он работал очень мало часов. То есть мы должны были идти в определенное время, чтобы успеть поесть. Больше еды рядом не было вообще. Я не шучу, еды не было. Никаких ресторанов. Все было перекопано. Дороги были вот такие. Максимум стояли на улице какими-то такими не палатками, а уличная еда такая продавалась. Но там одни снеки, какая-то газировка, еды там не было. Пляж был весь в грязи, с мусором. Мы там не купались. И мы решили дойти до центра, думаем, это, возможно, далеко от центра, сейчас в центр мы дойдем, все будет ок. Мы идем по жаре, скутер арендовать негде, мы идем по жаре, наверное, час, если не больше, до центра. В центре все еще хуже, то есть центр там какой-то даже такой вот центральная площадь была, и все перекопано. Я вот вам сейчас покажу, чтобы вы видели, насколько это было все некрасиво, там не было пляжа, там не было этих красот на фотографиях. В итоге мы там были несколько дней, мы такие, так, надо уезжать, тут делать нечего, нам все не нравилось, реально делать было вообще нечего. И мы купили билет на поезд в другой город. Так как был ковид, поезда все отменили, и мы никуда не уехали, мы уже собрали вещи, мы выселились, мы идем на станцию, стоим с рюкзачками, и тут мы видим, поезда нет, говорят, что поезда отменили. И мы понимаем, что мы просто в этом городе застряли. Если поезда не ездят, мы не понимаем, как отсюда уехать. Так расстроились, мы не понимали, что нам делать, и просто каким-то чудом, наверное, нам ответили на Workaway, волонтерский этот сайт, что они нас принимают на остров, который находился от этого города, на лодке. Там час, что ли, на лодке плыть, и мы приезжаем на этот остров, и там мы уже проходили наше волонтерство, про это у меня есть отдельное видео, где я рассказываю про волонтерство, но вот перед этим прекрасным волонтерством была вот такая история, что мы уже были в полной такой, просто не понимали, что делать. Нам так не нравилось, все раздражало, ехать некуда. Мы такие, все, нам здесь оставаться жить, что же делать? Но, видите, все наладилось, все хорошо произошло. I'm so excited, I'm так быстро говорю. Последняя история, о которой бы я хотела поговорить, эта история произошла со мной в Мексике в этом году, в 2022. Она связана с знакомством в интернете. Я была в Мексике, в городе Оахака, и это был такой период у меня, когда я переехала одна, я никого там не знала, я большую часть времени проводила одна, и вообще я там заболела, так что я несколько дней не выходила из комнаты, и когда я выздоровела, я поняла, что мне как-то хочется с кем-то пообщаться. Но там было очень мало молодежи, и если были, то это были какие-то парочки, и как-то вот так мне не удавалось познакомиться, и я разговаривала с одним парнем в Инстаграме. Мы что-то с ним переписывались, и он был тоже в Мексике, но он был в другом городе. Он был в городе Пуэрто-Эскондидо, который находится в 6 часов езды от Оахаки. И мы с ним так забавно общались, так мы с ним весело общались, все было классно. Один день, по-моему, или 1,5 дня, что-то такое. И он говорит, давай я к тебе приеду. С одной стороны, я понимаю, что это классно, да, мы с ним такой коннект нашли, может быть, будет весело. А с другой стороны, я думаю,
но это же в интернете, я же его не знаю, он все-таки 6 часов потратит, чтобы до меня доехать. И я вот так вот думала, ехать ему или нет, что мне сказать. Мы с ним это обсуждали и не знали, да, какой вариант будет более правильный, что ли, в этой ситуации. Я не очень часто знакомлюсь в интернете, даже если я знакомлюсь, то я очень редко с кем вижусь. Ну, у меня нету на это желания, что ли, и я очень часто думаю о том, что то, что в интернете, будет не совпадать с тем, что в реальности. В итоге, конечно, мы решили, что он едет, и на следующий день утром он уже выезжает. Я переживаю, думаю, блин, а что, если вообще другое, что мы будем делать? Ну ладно, покажу ему город, просто погуляем, сходим в кафе, там, поедим, еще что-то такое, думаю, что-нибудь придумаем. Первая странность была в том, что когда он ехал, он мне сказал: можешь купить мне болгарского перца? Ну, вот этот, да, красный перец там для салата. Я говорю, а зачем? Он такой, я просто его люблю. Ну, окей. Я пошла на рынок, купила себе манго, а ему купила 2 больших перца. Ладно, без вопросов. Любит так любит. Когда он приезжает, мы с ним видимся, и я вижу, что он босиком. Ну, тоже, да, в принципе, ладно, но он ехал из другого города в автобусе, то есть везде он был босиком. Я просто у него спросила, думаю, почему ты босиком, там, есть какие-то на это причины. Он сказал, что у него просто нет обуви. Я говорю, ну, вообще нет обуви? Он говорит, ну, меня с собой я не брал. Он поехал путешествовать, в принципе, без обуви. Ну, так странновато, да, чуть-чуть совсем. Не знаю, я этого не поняла. Думаю, ладно, хорошо, нет так нет. Он оставил вещи у меня, мы поехали, точнее, пошли с ним дальше гулять. Мы ходили по городу и как бы общались нормально, но у меня было очень странное чувство от всей вот этой странной ситуации. Типа, приехал ко мне, меня не знает, 6 часов он ехал, босиком приехал. Я ему говорю, что, слушай, мы сейчас с тобой погуляем, но как бы там ты у меня не останешься, да, ну, чтобы как бы дать ему понять это. Сразу он такой, ладно, я понял, вообще я сегодня обратно поеду вечером. То есть он решил ехать обратно этим же днем. Мы с ним пошли в ларек, или как это называется, покупать билет ему. Потом я его спросила, тебе вообще не жарко, потому что мы идем по такой плитке, ужасное солнце, и она реально горячая. Он говорит, ну вообще мне жарко, то есть он шел, ему прям пекло, и я говорю, пойдем посмотрим тебе обувь. Не преувеличивая, часа 2 мы с ним ходили и искали ему обувь. Мы искали ему сначала носки, чтобы одеть, а потом обувь. Мы обошли все магазины, мы смотрели размеры, я помогала ему что-то мерить. И мы нашли ему кроссовки, он купил себе и носки, и кроссовки, и потом я пошла его провожать на автобус, и он уехал. Я иду домой и думаю, что вообще это было? Парень из другого города приехал к девушке, которую практически не знает. Ну ладно, да, понравилось, допустим. Попросил купить перца, пошел у меня поел перца в номере. Потом пошел и со мной 2 часа искал обувь, купил себе обувь, носки и уехал обратно. Я очень надеюсь, что ему это понравилось. Но мы, правда, после этого еще немножко общались. Это было очень странно. Я вообще не поняла, что это было. Ну, как бы я хоть с кем-то пообщалась. Он мне, кстати, рассказал про крипту. Рассказывал мне, как этим пользоваться, как вообще все это делается. И такое бывает. Сегодня все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, мне очень приятно. Если у вас были какие-то тоже интересные, забавные истории из путешествий, обязательно расскажите, мне будет очень интересно почитать, ответить вам. Надеюсь, что вам было забавно и интересно слушать то, что происходило со мной. Увидимся в следующем видео.